все-таки, на мой взгляд, есть проявления, к сожалению, тех же представителей народов Кавказа, разных абсолютно, и Кавказа, и Закавказья, или Южного Кавказа, кому как угодно, которые провоцируют во многом те проявления. Я уже не говорю про радикально настроенных людей. С ними вообще достаточно тяжело разговаривать. Они набиты какими-то лозунгами, какими-то идеями, в которых мало что понимают. Но даже просто, когда я смотрю вокруг себя, простые обыватели, которых националистами там, или ультранационалистами назвать никак нельзя, но их тоже раздражает иногда поведение, особенно, я говорю, это касается, конечно, молодых людей, которые ведут себя с вызовом, которые намеренно нарушают какие-то табу, они, может быть, не писанные, но какие-то вещи. Когда настолько ситуация зашла далеко, когда, казалось бы, танец, это праздник, это всегда здорово, это хорошо. Во всех московских ресторанах, я помню, там, середину 80-х обязательно танцевали лезгинку, ни у кого это не вызывало никакого абсолютно отторжения. Наоборот, люди танцевали вместе с кавказцами. Сейчас даже это становится поводом для столкновений, для разборок, для выводов даже на самом высоком милицейском уровне. Вот как вы на это смотрите? Вот на эти проявления, которые провоцируют и которые заставляют и простых обывателей, московских, допустим, с некоторым негативом относиться к выходцам с Кавказа? Я вас понимаю. Вы сейчас говорите примерно то же самое, что сказал Соломенцев в свое время, когда говорил о кодексе москвича. Да, он приводил вот эти все примеры о том, что нужно запретить, нельзя танцевать лезгинку, нельзя разговаривать на своем языке громко в общественном месте, нельзя резать баранов на балконах, нельзя, то есть не на балконах, а в песочницах он писал, да, что там еще было, нельзя жарить шашлык на балконе. Вот я в Москве живу 35 лет. Я за 35 лет один раз только видел, что шашлык жарили на балконе, это делал в каком-то из фильмов Джигарханян, и больше я никогда этого не видел. Я никогда не видел, чтобы в песочницах резали баранов, но, говорят, такой случай был. Но для этого есть административный кодекс, есть уголовный кодекс и так далее. Если мы будем кому-то запрещать разговаривать на своем языке, то во всех английских пабах нужно запретить английский язык, когда они болеют за английскую премьер-лигу, предположим, какие-то и так далее. Вот. В национальной одежде еще он говорил, да, тогда ирландцам надо запретить танец, свою национальную одежду, когда они здесь на День Святого Патрика выходят и так далее. В общем, глупости полные. Да. А вот лезгинка. Прекрасный танец, вы правильно говорите, в советское время всем нравилось, когда танцуют. Речь идет не об этом. А речь идет о тех случаях, когда в общественном месте, неприспособленном и неподобающем для этого месте, люди начинают танцевать вызывающе. Это не лезгинка, это отвратительное действо, которое направлено на то, чтобы просто показать всем остальным, что вот мы какие смелые, мы ничего не боимся, плевать мы на вас на всех хотели, и вот мы и без музыки, и с какой-то непонятной музыкой с мобильного телефона, они начинают какие-то движения, похожие на лезгинку. Это совершенно не лезгинка. Да? И я совершенно согласен с этим, что это вызывающее неправильное поведение. Но нельзя говорить о том, что надо запретить танцевать лезгинку. Тогда и кабардинку надо запретить танцевать. Это кабардинский танец. Надо запретить адыгейский танец. Лезгинка – это танец лезгинов. Это одна из национальностей народов Кавказа, проживающая в Дагестане частично, а частично в Азербайджане. Да? Вот. И это их танец. У кабардинцев другой танец. У адыгов третий танец. У чеченцев четвертый. У осетин пятый и так дальше. Всех милиционеров надо заставить разучить именно эти все танцы и говорить, вот кабардинку можно, а лезгинку нельзя. Глупости какие-то. Значит, если в общественном месте человек хоть гопака танцует, и когда это вызывает неприятие окружающих, он нарушает общественный порядок. Для этого есть административный кодекс. И никаких кодексов москвича разрабатывать для этого не нужно. Нужно понимать, в какой ситуации как себя вести. Вот хоть один случай нам известен с вами, чтобы
вот эту группу молодежи, которая вызывающе танцует танцы, милиция арестовала и привела в отделение и наложила на них административный штраф. Ну, по-моему, был такой случай, если я не ошибаюсь, Никогда один раз не в было. Ростове, по-моему. Ну, я про Москву сейчас Про говорю. Москву Я не в Ростове слышал. не знаю, что происходит, но в Москве никогда такого случая не было, потому что милиция их боится. Да? Боится просто, и все. И не подходит к ним. И скинхеды их боятся, не подходят к ним. А кого они бьют, скинхеды? Они бьют этих дворников бедных, которые улицы подметают. Там каких-то несчастных людей, которые не могут за себя постоять. Ну, если они такие герои, если они хотят бить кавказцев, давайте я им адрес дам, ЦСКА, пускай съездят. Там тоже все кавказцы. Пускай они их побьют. Значит, это движение в две стороны. Понимаете, когда вы представите себе кавказца, который жил где-нибудь в селе, в горах, да, он видит определенный образ жизни, он имеет какие-то свои представления о нормах поведения, он знает, как надо себя вести. Вот он приезжает в Москву, предположим, хочет стать студентом, школу закончил, поступил в вуз, приезжает сюда. Что он видит? В автобусе место не уступают старшим. Женщина в одной руке сигарета, а в другой бутылка пива, и еще и матом ругается публично, при детях, при старших и так далее. У него шок. Когда он все это видит, у него неприятие, понимаете? И он начинает себя вести так же вызывающе, как дома он бы себя никогда не вел. Вот я считаю, что Соломенцев прав в одном. Кодекс москвича нужен. Нужно разработать кодекс москвича. Он должен быть для москвичей. Москвич должен быть образцовым гражданином своей страны, любящим и уважающим ее. Москвич должен знать, как надо себя вести. Он должен уступать место старшим. Он не должен пьянствовать. Он не должен матом ругаться. Он должен быть образцом. И вот это все надо подробно расписать. И детям в школах нужно все это учить наизусть. И, может быть, они постепенно станут такими. И все кавказцы, которые будут приезжать в Москву, будут стараться быть на них похожими. И азиаты будут стараться на них быть похожими, потому что это почетно. Это достойно уважения. Когда вы видите перед собой аккуратного, вкусно пахнущего, интеллигентно разговаривающего, вежливого, деликатного человека, спортивного телосложения, с добрым взглядом, который хорошо знает свой город, который вам старается объяснить, что это такое Москва, какая здесь архитектура, какая здесь история и так далее. Вы невольно будете проникаться уважением к этому человеку, кто бы вы ни были. И совсем другие отношения начнутся. Вот о чем я говорю. Вы знаете, вот сейчас, когда вы говорили, я вспомнил замечательную заметку. Есть обозреватель Соколов Митрич, очень интересный такой обозреватель газеты «Известия», также для газеты, интернет-газеты «Взгляд». Он пишет такие эссе, заметки и так далее. И он сделал очень любопытное одно наблюдение. Он написал, что несмотря на то, что есть противостояние между там радикально настроенными группировками молодежи русской, с кавказцами и так далее, он подметил, что как раз вот эти самые ребята из радикального крыла, или которые так пытаются себя поставить, они переняли манеру поведения кавказцев. То есть они так себя ведут, они так здороваются теперь, они так хмуро, немножко так, мускулинность свою мужскую показывают и так далее. Наблюдения очень интересные. То есть вот эти вот, казалось бы, абсолютно разные люди, по-разному смотрящие на мир, они стали вести себя довольно похоже. И эта агрессия, которая идет от одних, порождает агрессию других. Вот как между ними сейчас, да, в той же, вот вы про школы сказали, сейчас невероятные истории в школах происходят, также там на национальной на основе, и тоже и там противостояний сейчас много, есть школы, где много, там 30% иногда в школах выходцев с Кавказа или с Южного Кавказа. Уже противостояние такое, когда появляются, знаете, такие два мира, то есть они живут уже обособленно друг от друга, не пересекаясь. Вот как между ними сейчас в школах, в институтах, вот между этой молодежью встать и попробовать
как-то договариваться, как-то понимать друг друга, научиться. Я уже не говорю о том, что мало кто из москвичей даже с высшим образованием может назвать республики Северного Кавказа входящие, какие народы там живут и чем они отличаются. Ну, это вот Вестник Кавказа пытается это как-то там, мы сделали программу традиции и обычаи народов Кавказа, чтобы хоть как-то покрывать это вот белое пятно. Ну вот на ваш взгляд, что нужно делать? Все-таки то, что из-за чего это происходит, еще более-менее там нормальным людям понятно, а вот что делать, ну совсем как-то непонятно. Ну вот вы правильно сказали, они стараются быть друг на друга похожими, да? Хамство, оно не имеет национальности, точно так же, как преступность не имеет национальности. Они все одной национальности. Да? Все люди делятся на хороших там, и плохих, если грубо говорить. Да? Есть образованные люди и есть необразованные люди. Все образованные люди, все интеллигентные, воспитанные люди, они очень похожи друг на друга, независимо от цвета кожи, разреза глаз, там, формы носа и так далее. Они все похожи друг на друга. Они одинаково разговаривают, они одинаково думают. Поэтому один из путей – это образование. Хороший уровень жизни. Но людям нужно объяснять. Образ кавказца не надо рисовать через призму вот тех фильмов, которые мы сейчас в последнее время видим. Да не последнее время, очень долго уже видим. Я последнее время считаю, начиная с начала 90-х годов, да, когда все это началось. Это уже 20 лет, уже да, выросло поколение. Совершенно верно. Мы образ кавказца, значит, видим только вот из этих фильмов. А что другое нужно делать? Вот смотрите, вам один маленький пример приведу. Совсем недавно в Махачкале прошел Кубок мира по вольной борьбе. Кубок мира завоевала Россия. В информационном пространстве это заняло полминуты. Вместе с тем мы включаем телевизор и смотрим 1,5 часа, как люди играют в керлинг. Вы когда-нибудь играли в керлинг? Я нет. Я не уверен, что многие здесь в Москве могут вам даже объяснить, что такое керлинг, какие там правила, что нужно сделать и так далее. Лично я понятия не имею. И мне не интересно. Я сразу переключаю. Но если бы люди понимали, что... А почему это делается? А потому что в борьбе доминируют кто? Кавказцы. А кавказец доминирует и поднимает российский флаг. Может быть, кто-то бы задумался, это же в нашу копилку делают. Вот что нужно делать. Я думаю, что о таких вещах нужно думать. Телевизор, если мы включаем, мы о Северном Кавказе видим только негатив. Это правда. Больше ничего. Здесь можно много говорить, но я считаю, что должна быть стройная государственная политика во главе с Министерством по национальной политике. Вот. И здесь нужно работать профессионалам.